Кто был тот юноша, современник Шекспира, который, не будучи благороден ни по рождению, ни даже по натуре, был воспет им с таким пламенным обожанием, что остается лишь дивиться этому странному преклонению, почти страшась приподнять завесу, скрывающую тайну, что жила в сердце поэта? Кто был он, обладавший красотой столь удивительной, что она наполнила собой все шекспировское искусство, стала источником его вдохновения, воплощением самой сокровенной его мечты? В истории Уильяма Шекспира столько тайн и загадок, что, наверное, все из них разгадать не способны даже самые опытные шекспироведы. Кстати, да, есть такое даже отдельное направление в литературе, которое называется шекспироведение. Вот можете себе представить масштаб личности. Например, куда пропал Шекспир на 7 лет и почему он завещал супруге кровать, а на своем надгробии велел выгравировать эпитафию, чтобы никто не был похоронен рядом с ним. В стихах, разумеется. Ну и, конечно, главная загадка, которую оставил нам Шекспир, это таинственная личность мистера W.H., которому Шекспир посвятил все свои сонеты. Кем он был? Другом, любовником или вообще несуществующей личностью? Сегодня попробуем разобраться в этом сложном вопросе, кем же все-таки является этот загадочный мистер. Разберем самые популярные теории, включая, наверное, такую наиболее трогательную теорию, которую изложил нам Оскар Уайльд. Да, Оскар Уайльд был большим поклонником Шекспира, и он даже написал маленькую новеллу, полностью посвященную изучению такой таинственной личности, как предполагаемый возлюбленный Шекспира. Точнее, я бы сказала, даже не возлюбленный, а объект такого большого обожания, поклонения и очарования. Ведь что-то мне подсказывает, если бы у Шекспира были с ним абсолютно реальные, настоящие отношения, то мы вряд ли бы с вами увидели хотя бы один из этих 154 сонетов. Ведь, как известно, если бы Лаура была женой Петрарки, разве бы он писал ей сонет всю свою жизнь? Итак, первая такая основная теория, что Шекспира не существовало как такового, вообще такого человека с таким именем не было, его придумали и так далее. Это неправда, потому что записи о его рождении действительно существуют, точнее не о рождении, а о крещении. Записи эти датируются 26 апреля 1564 годом в городе Стратфорд, графство Уорикшир. Шекспир родился в неблагоприятной обстановке, чтобы вы понимали, когда ему было 3 месяца, в городе бушевала чума, а до его рождения родители потеряли еще 2 дочерей в младенчестве. Ни для кого не составляет тайны, что Шекспир не аристократ, Шекспир родился в, как бы вам сказать, помягче. Хорошо. Его отец ремесленник, он занимался изготовлением перчаток из кожи. Но стоит учесть, что как бы нам ни пытались какими-нибудь теориями доказать, что нет, Шекспир аристократ, он родился где-то вообще не там, это все подлог, это все неправда. Нет, у Шекспира действительно в произведениях очень много отсылок именно к местам его рождения. Например, он прекрасно знает все сорта трав. Еще в его произведениях прослеживается неприязнь к отвратительным запахам, и он нередко упоминает кожаное производство, которым занимался его отец. Ему, например, известны самые разные сорта кож, от собачьих до оленьих. Дословно фамилия Шекспир переводится как «взмах копья». Герб семьи Шекспиров изображает сокола, который держит в когтях большое золотое копье. Девиз на самом гербе гласит «не без права». Это заявление о знатности. Есть одна популярная теория, которая носит название «Шекспировский вопрос». В ее основе вопрос об образовании Уильяма Шекспира, потому что, как нам известно, как такого образования у него не было. За исключением там церкви и Библии, это такое образование достаточно специфичное. А в произведениях Шекспира прослеживается глубокое знание истории, литературы и очень-очень большой словарный запас, который якобы не мог быть у простого сына перчаточника, который никогда нигде не учился. Но на самом деле это неправда. У Шекспира было образование, не Оксфорд, конечно, какой-нибудь, но оно было. И плюс к тому, конечно, острый ум, цепкая память и врожденный талант. Из младшей школы Шекспир перешел в Королевскую новую школу. Выучив в школе за первые месяцы 8 отрывков на латыни, мальчик перешел к книге, которую в дальнейшем неоднократно использовал. Краткое введение в грамматику Уильяма Лила. В ней объясняются основные грамматические правила, которые иллюстрируются примерами из Катона, Цицерона и Теренция. Детям предлагалось составить простые латинские фразы, подражая этим мастерам. Доказано, что пунктуация Шекспира восходит к этому учебнику, и что, цитируя классических авторов, он часто прибегает к отрывкам из книги, заученным в школе. Классические имена встречаются в том виде, в каком они даны именно в этой книге. И в его пьесах много ссылок на процесс обучения. Не знаю, чем вы занимались в 18 лет, но Шекспир 18 лет
женился на девушке по имени Энн Хэтэуэй или Хэзуэй, я не знаю, как правильно произносится. Анна на момент помолвки с Шекспиром уже была беременна. Но Шекспир хорошо знал ее, потому что еще задолго до этого, когда они были совсем маленькие, отец Шекспира, Джон, закрыл часть долгов ее отца, то есть они как бы дружили с семьей, вот что-то такое. Но несмотря на юный возраст, большинство биографов все-таки предполагают, что помолвка Шекспира с Анной была достаточно взвешенным решением, потому что и Шекспир уже проявлял себя как умный такой мальчик, но Анна обладала всеми навыками такой хорошей жены по тем временам. Она выросла в фермерском доме и, в общем-то, все делать умела. Она умела ухаживать за скотом, она умела варить вкусный эль, она хорошо готовила, в общем, все то, что Шекспир, видимо, сам делать-то и не очень-то хотел, возможно, он уже тогда грезил и чувствовал себя, каким-то творческим человеком. Я полагаю, что так и было, потому что, скорее всего, самый свой первый сонет, который 145-й, он написал Анне Хэтэуэй. Там есть отсылка к ее имени. Энн Хэтэуэй на момент союза было 26 лет, как я уже сказала, Шекспиру 18, то есть была некоторая такая разница, нетипичная для того времени, обычно было наоборот, поэтому, были разные такие слухи. В 1583 году у супругов родилась первая дочь, ее назвали Сьюзан или Сюзанна, имя, означающее чистоту, непорочность, и уходит корнями в апокрифы. Затем через 2 года появились данные о крещении еще 2 детей Шекспира, сына Гамлета и дочь Джудит. Сын, правда, скончался в 11-летнем возрасте. Кстати, они дали им имена в честь своих соседей пекарей. Пекари тоже тогда назвали сына Уильямом. Это была общераспространенная практика, и так все делали. Поэтому тут нет какой-то, такой мистической теории, в честь кого они назвали, в честь соседей пекарей. Итак, после всего этого Шекспир неожиданно исчезает. Вот раз — и нету. Точнее, нет никаких упоминаний о нем из Стратфорда. Никаких деловых бумаг, никаких подписей, о крещении, о завещании, еще какие-то там упоминания в письмах или просто заметки. Там вообще ничего нет. Как будто бы его перестало существовать, так сказать. Скорее всего, Шекспир примкнул к группе бродячих актеров, которые путешествовали по городам. И, видимо, возможно, Шекспиру это все очень понравилось, и он просто так, в кареточку и с ними. А об этом сигнализирует то, что, как мы все знаем, Шекспир впоследствии и сам стал актером. Существует картина, где изображен молодой человек. Она известна как портрет Графтона. Она так названа по имени герцога Графтона, владевшего ею в XVIII веке. На этом портрете стоит дата – 1588 год. И обозначен возраст модели – 24, а сзади надпись W+S. Ассоциацию с Шекспиром легко можно счесть ложной, если, конечно, не считать, что молодой человек разительно напоминает изображение уже немолодого Шекспира с гравюры в первом фолио. Те же челюсть и рот, те же крылья носа и миндалевидные глаза, и то же выражение лица. Этот юноша темноволос, строен и обладает приятной внешностью. На нем модный камзол с воротником, но взгляд пристальный и даже задумчивый. Говорилось, что молодой Шекспир в возрасте 24 лет не мог позволить себе столь модную и дорогую одежду. И как он или его отец могли заплатить портретисту? А что, если он уже был успешным драматургом? Теперь же мы дошли до самой интересной темы. Поговорим о его предполагаемых друзьях-любовниках, точнее только о тех, кому он посвящал свои произведения, потому что о других, просто не существует никаких упоминаний и догадок, нам бы с этими разобраться. Имя Генри Ризли графа Саутгемптона вошло в историю только потому, что Шекспир посвятил ему свои первые 2 произведения. Скорее всего, они могли встретиться в лондонском театре, потому что, других точек пересечения просто не могло быть. А знать всегда, как тогда, так и сейчас, очень любила посещать всякие театральные представления, всякие спектакли. И судя по тому, что граф Саутгемптон присутствовал почти на всех, то, видимо, это составляло главное его развлечение, так сказать, в Лондоне. Любовь, которую я посвящаю вашей светлости, бесконечна. Такое посвящение графу Саутгемптону наносит поэма Шекспира «Обесчещенная Лукреция». Портрет, созданный в начале 1590-х, изображает юношу, одетого несколько женоподобно. Много лет он ошибочно считался портретом леди Нортон, но не так давно установили, что это изображение графа Саутгемптона. И если граф и вправду, как предполагают некоторые, был адресатом шекспировских любовных сонетов, то такая андрогинная внешность вполне могла привлечь внимание поэта. Но, возможно, дело не в том, что Шекспир и Саутгемптон состояли в каких-то личных любовных отношениях. Вполне возможно, точнее, невозможно, а так и есть. Граф Саутгемптон был личностью достаточно популярной в Лондоне и большим любимчиком Елизаветы I, которая ему даже пожаловала какой-то престижный орден.
После чего многие поэты ринулись воспевать этого графа в стихах, но, видимо, надеялись получить некую долю протекции или просто какого-то внимания, может быть. Ну и может быть, Шекспир тоже поддался на всеобщую такую истерию и принес ему свою поэму «Венера и Адонис». Все, что я сделал, ваше, что должен буду сделать, ваше. Ввиду этого многие считают, что граф Саутгемптон и есть тот загадочный мистер, которому Шекспир посвятил все свои сонеты. А вроде бы и инициалы подходят Генри Ризли на английском вот так. Ну стоп, окей. Давайте я сначала объясню, что вообще это такое за инициалы, где Шекспир о них упомянул и почему это так все странно. Впервые мир увидел сонеты Шекспира в полном объеме в 1609 году. Они были изданы Томасом Торпом, который тоже оставил свои инициалы на обложке, на посвящении. Текст посвящения на сонетах гласит: «Тому единственному, кому обязаны появлением ниже следующие сонеты, мистеру W.H., всякого счастья и вечной жизни, обещанной нашим бессмертным поэтом, желает тот, кто рискнул выпустить их в свет». Так вот, с 1609 года так до сих пор никто и не знает, кто этот загадочный мистер W.H., которому мы с вами обязаны появлением шекспировских творений. Однако, судя по тому, что мистер это все-таки явно не женщина, то мы с вами все понимаем. Первые 126 сонетов Шекспира посвящены прекрасному другу, Fair Youth. Все последующие некой смуглой девушке или темной девушке, тоже тут непонятно. Но девушке Ли, достаточно большая загадка. Джон Бенсон, переиздавший сонеты в 1640 году, поменял в тексте все «хи» на «ши», вопреки своему доброму намерению, лишь напомнив и усугубив скандальные слухи, всегда сопутствовавшие сонетам. С тех пор толкователи и переводчики сонетов нередко руководствуются этим изданием, даже если оно само им недоступно или даже неизвестно. Многие из них предпочли бы, чтобы вместо него в сонетах оказалась она, что значительно упростило бы их задачу. Невольно, сплошь и рядом в переводах так и делается. Ученые с академической добросовестностью доказывают, что в эпоху Ренессанса любовь и дружба говорили одним языком. В таком случае приходится допустить, что язык этот отличался шокирующей эротической интимностью. Лик женщины, но строже, совершенней природы изваяло мастерство. По-женски ты красив, но чужд измене, царь и царица сердца моего. Твой нежный взор лишен игры лукавой, но золотит сиянием все вокруг. Он мужествен и властью величавой друзей пленяет и разит подруг. Тебя природа женщину милой задумала, но страстью пленена она меня с тобою разлучила. А женщин осчастливила она. Пусть будет так, но вот мое условие. Люби меня, а их дари любовью. Первые 18 сонетов обращены к молодому человеку, которого Шекспир старательно уговаривает жениться и завести детей, чтобы его прекрасный образ оставил свой след. Отсюда и идут корни домыслов относительно того, что виновник торжества все-таки граф Саутгемптон, потому что он отказался жениться на леди Элизабет де Вер, которая была внучкой лорда Берли. Однако с этой теорией тоже не все так просто. Во-первых, инициалы на сонетах WH, а инициалы графа все-таки HW, то есть вроде и те же, но наоборот. Возможно, это опечатка, а возможно, и скорее всего, посвящение все-таки предназначено не ему. Да и отказом от женитьбы был известен не только граф Саутгемптон, но и кое-кто еще, чьи инициалы напоминают УХ куда больше. Уильям Герберт вошел в жизнь Шекспира в подходящий момент, но об отношениях между ними можно только строить догадки. Первое фолио шекспировских работ было посвящено ему и его брату Филиппу, графу Монтгомери, и в этом посвящении Пемброком говорится об авторе «Ваш слуга Шекспир». О пьесах сказано, что братья Пемброки были так благосклонны к ним и их автору при жизни, что издатели просят проявить к этой книге такое же снисхождение, как и ее создателю. Там также указывалось, что их светлостям нравились и некоторые роли в поставленных пьесах. Это подразумевает глубокую привязанность и уважение к Шекспиру. Уильяму Герберту или графу Пемброку было 18 лет, когда он, вероятно, познакомился с Шекспиром. Мать Уильяма, не Шекспира, а Герберта, хотела, чтобы сын поскорее вступил в брак,
И на почве этой теории складывается догадка, что просьбы о женитьбе в сонетах Шекспира как раз и посвящены молодому графу, но написаны по просьбе его матери. Женить его хотели на Элизабет Кэрри, внучке лорда Генри Кэрри, который как раз-таки был покровителем шекспировской труппы. Девушка по имени Мэри Фиттон была любовницей Уильяма Герберта и родила ему ребенка. Ее принято считать прототипом темной или смуглой леди, о которой писал Шекспир, начиная со 127-го сонета. В случае, если это она, то кандидатура графа Саутгемптона определенно отпадает, ведь роман с ней был у графа Пемброка, а не у него. Во-первых, нет никаких достоверных упоминаний о том, что Шекспир и лорд Пемброк вообще когда-либо виделись. Но даже если они действительно виделись, и если мистер W.H. это все-таки лорд Пемброк, то обращение к лорду как к мистеру – это жуткий моветон, так никто не делал, тем более посвящая свои какие-то произведения. Если речь идет о высокопоставленном лице, о лице, которое носит титул, всегда идет обращение соответствующее, не могут обратиться мистеры. Таким образом, получается, что ни граф Саутгемптон, ни лорд Пемброк не могли быть таинственным мистером Уха. Выдвигались разные теории, от абсурдных до самых примитивных. Например, что мистер W.H. – это Уильям Харт, племянник Шекспира, или Уильям Хэтуэй, его шурин. Возможный претендент – некий поэт Уильям Ханнис и мальчик посыльный Уильям Холл, или юрист Уильям Хэдклифф, знакомый Шекспира. Но довольно странно посвящать 154 трогательных сонета местному почтальону или малознакомому приятелю. Но еще, конечно, не вычеркиваем теории о том, что мистер, кому посвящены сонеты, и герой самих сонетов, по крайней мере первых 126, это разные люди. Например, речь в сонетах может идти, скажем, о графе Саутгемптоне, а посвящены сонеты Уильяму Харви, отчиму графа, который помог с их изданием. А еще W.H. это, возможно, Уильям himself, то есть сам Шекспир, как говорится, написал и молодец, сам себе и благодарен. Было бы, конечно, занятно, но это совсем на него не похоже. Что-то мне подсказывает, что все-таки тут не так все просто, и Оскару Уайльду тоже так показалось. Филолог Томас Тирет однажды предположил, что таинственным возлюбленным Шекспира мог быть некий юноша по имени Уилли Хьюз. Оскар Уайльд взял за основу эту теорию и написал по ней маленький роман, который назвал «Портрет господина Уха». Построенные на игре слов сонеты 135 и 143 подсказывают, что друга Шекспира звали так же, как и его самого – Уилл. Совершенно очевидно, что в труппе Шекспира был великолепный юный актер редкостной красоты, которому он доверял воплощать на подмостках благородных героинь своих пьес. Мальчика звали Уилл, Уилли Хьюз. Далее он объясняет, откуда пошел такой вывод, а я вам своими словами скажу, чтобы чтобы вам было легче понять, потому что это все достаточно сложно, я понимаю. Итак, в 20-м сонете у Шекспира есть строчка, которая в оригинале звучит так: A man in hue and hues and he's controlling. Hue, hues, understand? В общем, в самом первом издании сонетов, то есть в оригинале слово hues, цвет, было выделено курсивом и большим шрифтом. Это натолкнуло на мысль о том, что это может быть что-то значит, и возможно, это является фамилией. Вот, собственно, и в этом и заключается теория. Да. Но имени Уилли Хьюз нигде не упоминается. Ни около Шекспира, ни в бумагах по театральной группе Шекспира, то есть вообще нигде. В списках его вообще не числится, вот просто не существует. Я никак не мог понять, отчего Шекспир так сильно желал, чтобы его друг женился. Сам он женился в ранней молодости, что сделало его несчастным, и едва ли стал бы требовать, чтобы Уилли Хьюз совершил ту же ошибку. Юному актеру, игравшему Розалинду, нечего было ждать ни от брака, ни от познания страстей, властвующих в реальной жизни. И потому в первых сонетах, где Шекспир со странной настойчивостью упрашивает его обзавестись потомством, мне слышалась какая-то нарушающая гармонию нота. Объяснение пришло неожиданно, я нашел его в необычном посвящении к сонетам. В итоге я сделал свое великое открытие. Любовный союз, которому Шекспир побуждает Уилли Хьюза, это союз с его музой, выражение, употребленное вполне определенно в 82-м сонете, где, изливая горькую обиду, причиненную вероломным бегством юного актера, для которого он написал лучшие роли в своих пьесах, поэт начинает жалобу со словами: «Увы, но с музою моей не связан ты союзом вечным». Однако есть упоминание о неком Уилле Хьюзе, который был сыном башмачника, который работал и знал лично Кристофера Марлоу. А Кристофер Марлоу и Шекспир, вы понимаете, какая связь, да, их даже признали, по-моему, уже официально соавторами. Таким образом,
Исходя уже из этого, можно предположить, что некий Уилли Хьюз теоретически мог бы поехать вместе с Кристофером Марло в Лондон и там повстречать Шекспира. Мне казалось, что я все время стою на пороге открытия, которое окончательно подтвердит теорию, но что совершить его мне не суждено. Верить или нет в существование Уилли Хьюза решается только вам. Однако стоит оговориться, что возможно, инициалы WH даже не относятся к самому Шекспиру как таковому. Возможно, они относятся к Томасу Торпу, к издателю, который мог это написать от себя и посвятить какому-то своему другу, который, например, помог с созданием самих сонетов. В любом случае, наверное, не столь важно, кем именно был этот таинственный мистер, но главное, что он все-таки был на самом деле, подтверждением чему служат сами сонеты. И теперь в этих строках он будет жить вечно, как и хотел Шекспир. Ты сохранишь и жизнь, и красоту, а от меня ничто не сохранится. На кладбище покой я обрету, а твой приют — открытая гробница, твой памятник — восторженный мой стих. Кто не рожден, еще его услышит, и мир восполнит повесть дней твоих, когда умрут все те, кто ныне дышит. Спасибо за просмотр, ребята, спасибо, что досмотрели до конца. Важное объявление у меня тут где-то скоро появится, или уже появилась кнопочка спонсорства. Теперь, если вы на нее нажмете и станете моим спонсором, вы можете получать доступ к роликам, которые я буду делать только для вас, так как сейчас я планирую отойти от своей тематики, и для тех, кто смотрит меня в Инстаграме, знает, что это мое последнее видео на тему ЛГБТ в истории. Вот как-то так. Вот. Ну и, соответственно, для спонсоров я буду делать регулярно эти ролики, а на основную тематику канала я выберу что-то другое, наверное, потому что сейчас, потому что это долго объяснять, я уже все это 100 раз рассказывала, и посвящу отдельно еще ролик этому, чтобы рассказать почему. А еще у вас в комментариях будет особенный значок, как у моего спонсора. Но если вы не можете и не хотите стать спонсорами, ничего страшного, для вас ничего в сущности не изменится, у вас будет доступ к моему контенту, просто немного другой. С вами была Ярки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что я вас не разочаровала этой тематикой, не разочаровала своей подачей, потому что я очень стараюсь. Вот. Я была рада говорить на эту тему, рада была узнать то, что я узнала, и показать это вам. До новых встреч!